Привет, привет всем. Мы продолжаем проходить Steelrising. Находимся мы... Где мы сейчас находимся? Дом инвалидов, территория. Значит, у нас осталось здесь второстепенное задание — осмотреть место проведения эксперимента. После того, как мы все это осмотрим, полетим в Люксембургский ансамбль. Там уже все это отдадим. И я надеюсь, побочки на этом закончатся, чтобы мы могли уже двигаться дальше по сюжету. Так, куда нам? 150 метров? Не так далеко, слава богу. Только вот куда? Прямо или... прямо вроде. Вот почему. Да хорош. Вот почему мне сюда некуда было идти. Ну, в смысле, я пробил, но нельзя было идти. Потому что по сюжету меня не продвинули. Хоть она подвисает, я просто в шоке. Ну. Вначале было не так, а сейчас прям адски. Ой, ты же хрен. Что ты за... Это что? Это вот этой хренью ты пытаешься меня сдержать? Блять, игра. Так, пузырек с обычным маслицем. Вообще раскладывается, ну ура. Просто шух. Изи катка, так сказать. Так. Вот это что такое? Куда это? Оп. Что-нибудь есть за домом? Ага, понял. А он так же сделал, как я? Так, спокойно. Воу! Воу, как больно! Спасибо! Да. Напихал мне знатно сейчас. У них полки есть такие, они еще круговые. Бьют, блин, больно. У меня этих пузырьков, они вообще же не кончаются. 99 и пью. Так. Вроде все собрал. Так, а тут у нас тоже ничего. Оп, стоп, что-то видел. Чтобы развеять... Чтобы развить ваши сомнения на себя смелость, продемонстрировать вам результат своих исследований. 4 дня назад полиция организовала несколько облав, в результате которых было поймано около сотни чернокожих. Сейчас они находятся под арестом в черном депо, что недалеко от Тур-де-Диабло. Я уверен, больше из них беглые рабы. Повторяю, мои механические рабочие не ведают усталости, но чтобы очаг продолжал гореть в огонь, нужно подкидывать поленья. Вот почему сейчас как никогда важно продолжать подкладывать поленья. Вот почему... подкладывать поленья. Продолжать работорговлю. Мое изобретение обеспечит процветание ваших колоний, при этом вам не нужно давать рабам пищу и кровь. Ступив на берег, они тут же будут превращаться из людей в чистые флюиды жизни. Только подумайте, сколько денег вам удастся сберечь. Рабы будут лишь топливом, поддерживающим пламя. Месье. И ничем больше. Хорош! Ничего себе. В современном мире такое-то прочитать. Месье граф, за кого вы меня принимаете? Я вполне способен читать между строк, и я вижу вас насквозь. Будто одной моей ссылки вам было недостаточно.
Теперь вы трепете мне нервы на расстоянии. Я требую, месье, чтобы вы прекратили мне писать. Смеюсь заверить, что от меня вы не узнаете ничего. Все свои секреты я унесу в могилу. Кроме того, я в последний раз строго запрещаю вам использовать полученные от меня знания в своих преступных целях. Я буду молиться о спасении вашей души. Это все, что я могу для вас сделать. Адью, доктор Франц Месмер. Все, да. Куда я вышел? Открывай, мать твою, привяжешь. Так, а ну все, надо плыть отсюда на карете. Блин, чуть сундук не пропустил. Брусок висмута, жетон кареты. Хоть. Такс, ну все, мы теперь идем рассказывать этим нашим. Еще надо хоть раз, наверное, жетон кареты использовать. Я просто не знаю, он будет отнимать, как Dark Souls, там, когда телепортируешься к огню, у тебя вроде все души забирают, или нет здесь такого? Вот это вот. Так, переписка. Что у нас? Антон Левози. Дорогой месье, вместе с этим посланием отправляем витриол из запасов месье Бои. Жду указаний. С этим витриолом, который вы мне прислали, у нас достаточно кислоты, чтобы уничтожить, по крайней мере, один фонарь. Однако, месье де Робеспьер резонно отметил вот что. Никто из нас, смертных, не может подойти к проклятым весталкам, не погибнув. Месье де Лафайет упоминал Пьера Шодерло де Лакло, капитана артиллерии и военного инженера, который изобрел революционные пушечные ядра. Такой снаряд вылетает из орудия целым и разрывается только при попадании в цель. Мы должны найти этого инженера и убедить его поделиться секретом своего изобретения с нами. Он служит герцогу Орлеанскому, но неизвестно, где Лакло прячется сейчас. Постарайтесь это выяснить, с его помощью можем получить решающее преимущество. Ага. И ничего больше. Так, фонари мертвецов, и получить полный 31 шру. Так, ну, сначала, видимо, мы идем вот сюда. Нифига, у меня там просто жесть. Но я все-таки отдам ценные бумаги, я уже решил, чтобы людей накормить. Так как мне войска нафиг не нужны, я справлюсь. Вот, хочу, чтобы, типа, людей накормили. Так, а что тут еще надо показать? Шкатулку, рассказать об вине, рассказать об... So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. Ценные бумаги. I have recovered Minister Necker's bonds. Do you intend to entrust them to me? Yes. I have chosen to place this fortune in your hands. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. To give the people their freedom. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who would lead the rebellion in the name of the people, because all they truly want is to become tyrants in turn. Любовь важнее денег. As for the lanterns... Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? No. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to fail. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. Но мне все равно все, мне сейчас типа останется, видимо. Основное задание. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. Were you present when the Estates General... Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer.
So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood, positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, monsieur. Так, хорошо. Что у нас тут еще? Monsieur B. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athénaïs' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athénaïs and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athénaïs' birth. Voila, like this. What's this locket? Athénaïs is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. You monster! What did you do to her? Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athénaïs. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athénaïs as soon as possible. She is right in front of you. I am Athénaïs. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athénaïs, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athénaïs' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Люди, бои, друг мой, пишу тебе тайно и в ужасной спешке. Да, защитит Господь механического почтальона, который я отправлю к тебе с этим письмом. Меня арестовали, говорят, отвезут в Бастилию, где силой заставят выдать все свои тайны. К счастью, Атенаис смогла сбежать, но ее наверняка попытаются выследить. Помоги ей, если сможешь. Попади она в их руки и используй, чтобы вытянуть из меня нужные сведения. Но будь спокойна, я ничего им не расскажу, даже если придется пожертвовать жизнью. Адью. Твой друг Эжен. Да. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time,
They intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Так, ладно. Ключ de Tour de Diablo. Так, ладно, что мне тут еще надо? А, вот последний осталось, да? Can I help you, Aegis? What is the significance of these objects steeped in Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting, I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis. And what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing?
Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of Прищурился course. еще. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Не знаю, не так уж это и привлекательно, Goodbye, блядь. mon père. Если бы я из тебя бы дух испускал бы, а? Тебе понравилось? Так, вот тут, кстати, у него что-то был, по-моему, еще какой-то Monsieur разговор. Go on, Agent. А, это мы все читали, ладно. See, Жук, блядь, еще тот. Увлекательно дух мой спустить. Свой спусти, блядь. Monsieur Bailly, do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Так. Найти чертежи люди. Ну, понятно. Полетели в Тюильри. Сука, захватывающе, блин. Так, а вот и я. Найти чертежи людей. А, я помню, я ходил туда как раз, в эти катакомбы, но там ничего я не нашел. А мы быстренько это все. Ни хрена себе, что я вижу. Жопа иди. Жопа иди. Иди сюда. Давай, давай. Но. Накомбил девчонки. Так, что у нас тут? А, тут, видимо, я с другой стороны открою, потом пройду. Бляха, попала. Блядь, ты...
Ты охренел? Bon Dieu de bon Dieu, boss. It hurts. It hurts. Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Et puis quoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we managed to gather, we'll be set for a long time. Monsieur. Huh? Who goes there? Oh, so, let's get the hell out of here! Run, Claude! Run if you can! Oh, my lure! I told you we'd get caught. Сука. Уроды. Я вас найду, гаденыша. Так. А, беги! Ох ты, бляха. О, не, начинать с этого точно атаку не стоит. Потому что пока ты вот эту хрень пролетишь, тебя уже напихают. Так, мне надо идти туда, значит мы идем сюда. А? А? Чугун! А! Вау! Погоди. Ты так, бляха-муха, не это. И все? Я вот ради двух чугунов тут был. Так, ну тут вроде нет еще. Так, и вот здесь сократить можно путь. Ну. Оп. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Воу! Ёп, щелкунчики. Ёп! Ёп! Да, мать, погоди! А! Ох ты, гадина! Убил одного. О, задел меня своей большой штукой. Ух! Раскидал пацанчиков. Так, ладно. Что у нас тут? Куда мне идти? Тут... О, ящик. Жетон... Серьезно? Сраный жетон сраной кареты? Ludius blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Так, ладно. Ну чё, пробовать? Жетон юзать. Достиг местной гиды, приходит в себя. Все нормально. В смысле? Где карета моя? А, вот она. Переписка. Так. Дорогой месье, вот чертежи, которые вы просили. Украденные не принесло вам пользы. Они встретили свою смерть. Вы пишете, они встретили свою смерть, бедняги не служили столь необратимого финала. Что они вообще собирались делать с этими документами?
Милостью Божией мы с месье Лавуазье добыли с чертежей ценные сведения. Мы нашли описание застарелого часового механизма, который месье Давкансон использовал, чтобы настраивать длительность танцев людей. Мы уверены, что это устройство все еще на месте. Повернув центральный стержень в обратную сторону, можно заставить автоматон бездействовать. В это время ваша душа будет отделена от своей механической оболочки. Как бы то ни было, чтобы вы могли сделать это без нашей помощи, мы должны немного изменить вашу конструкцию, добавить маленький прутик, который вам необходимо будет вытащить в нужное время. Пожалуйста, возвращайтесь в монастырь к Кордильерах как можно скорее. Короче, все равно мне придется лететь к ним. Так, вставляй мне прутик давай. Monsieur Bailly, here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. Oh, the poor souls. Their crimes did not... Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Мне не нравится, что происходит. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Опять куда-то лететь. Чё-то я не хочу отделяться. Междумирье. Ну, погнали. Так, ладно. 300 метров. Что-то тут горит все. Здравствуйте. Хорошо, хотя бы здесь уже почти все открыто.
Я смогу его разве пройти? Нет. Ага, вот спуск. Так. А! Сука. Так, а что у нас здесь? Ёб твою мать, ты охуел? Да все, успокойся ты, мать твою. Говна кусок. Жизнь вообще прилетел, мне по горбу двинул. Ё! Не-не-не, хорош. До свидания. Сука, щелкунчик, блядь. Так, куда наверх, да? Оптимация. Оп, оп, мимо, мимо. Блять, куда я зашел? Здрасте. Так, тут тупик, тупик. А? Не ломается. Отцепись, бляха-муха. А! Низ не упал. Так, это куда-то хрен знает, куда сократить путь. Мне туда не надо. Отлично. Так, а у меня, интересно, хватит этих душ, чтобы улучшить немножко, а? Так, так. Не хватит. Там сколько вообще надо? Там надо 18. Зато ящичек я нашел. Да какой нахрен жетон карета? Вы смеетесь? Месье... Так, записка, адресованная Лондрину каменщику. Месье Лондрин, пожалуйста, заделайте дыру рядом с моей лавкой, как мы договаривались. Мародеры снова воспользуются этим проходом, чтобы разграбить запасы в моем подвале. Это просто ужасно. Дело требует вашего немедленного вмешательства. Эмиль Котин, торговец зерном с улицы Монмаранси, бывший дом алхимика. Че, опять колобанга, что ли? Ну ладно. А? Это, блядь, что за хренотня? Я так понимаю, сейчас 15 минут пойдут? Monsieur. Zounds! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir.
I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travellers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travellers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension. Так они погибли, что ли, уже? Пока мы тут. Ой, моя The рука. anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travellers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Oh! The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Ну ни хрена себе. А вот и я. What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Спокойно. Книга магии. Совершенным очистится несовершенное. От солнца, отца всех металлов, и от их матери луны родится магистериум. Лишь то, что свершилось к изначальной... Лишь то, что вернулось к изначальной материи, возможно трансмутировать. Си есть серая ртуть. Мудрец не пойдет дорогой слепца во мраке и сомнениях. Старинный пергамент. Коль скоро мне постигнет неудача, заклинаю вас, Амброс и Роун, храбрые ученики, запечатать мой кабинет навеки. Ни единой вещи не берите и не трогайте, лишь возведите стену, дабы ничья нога не переступала тот порог. Передайте наше знание забвению, ибо оно опасно в неумелых руках. Молитесь всемилостивому Господу о прощении несчастного грешника, что навсегда упокоился. Ваш учитель, месье Николя Фламель. Записи Николя. Душа освобожденного тела не изнывает от мирских нужд. Философский камень исполняет малейшее желание. Счастливому страннику небытия ни к чему злато несчастных тщеславных принцев. Смерть более не тяготит и не отравляет плотское существование. И потому великий камень-ловушка ценнейшее из сокровищ.
Ну, видимо, все. Туда не пройти, значит, что нам нужно использовать? А жетон? Нет. В смысле? А, жетон разбора. Я думал, сейчас бы я... Ну давайте, что вы мне хорошего скажете? Я думал, они все умерли там. Пока я был в отключке. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Feur, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. А? Еп, мне опять куда-то лететь? А, стоп. Уничтожить камень здесь можно. Ну, погнали. Моя-то душа не отделится никуда. Все такие. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur! Dieu nous garde! Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum hae dixis et videntibus illis elevatus est. Не ругайся. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken.
What we have just seen and heard makes us new apostles. Там он на заднем плане стоит, и вообще похер, From что this произошло. day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. И тут он стоит в углу, им тоже насрать. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At the moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Старый алхимик. Ну все, у нас все задания выполнены. Побочки, я так понимаю. И теперь остается только основное задание. Сейчас быстренько добежим до кареты, посмотрим. Ну да. Все выполнено, нигде ничего нет. Осталось вот только основное добраться до шахт Монмарт. Что-то там, что-то там. Да, здесь я еще не бывал. Жопа какая-то. Ладно. Наконец-то мы побочки выполнили. Интересно, вот сколько осталось до конца сюжета, потому что, ну, как бы, до хрена я потратил. У меня еще вот есть память о Дольфине, отправить послание Эгиде, ждал новых указаний короля, могла заняться уже начатым делом, при этом продолжая поиски новых указывающих. Эгиде должен добраться до Марта, это понятно. Бастилия, вот то место, где Эгиде узнает, что стало с порохом месье Лавуазье и фонари. Встреча с месье Делаквой. Должна поговорить с месье Делаквой, убедить инженера дать ей одно из полых ядер. Ну, это, я так понимаю, будет где-то здесь или дальше. Единственное, что я не понял, что там с королевой. Ничего я написать никому не могу. Вот. Еще раз, никаких... Возможно, здесь я узнаю еще какой-то... часть карты и смогу отправиться на новую территорию, но пока ничего нет. Вот, что я могу здесь купить? Здесь мне нахрен ничего не надо. Модули. Вот модуль увеличивает физический урон существенно. Промежуток для применения мгновенного охлаждения. Увеличивает сопротивление льду. Выносливость. Ну да, какие-то дерьмо непонятное. Продать тоже могу всякую хрень, но фиг с ним. А снаряжение купить могу? Нет, ничего тут. Видимо, только на весталке. Ну и фиг с ним. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. Увидимся в новых видео. Пока-пока.